В 2005 году Израиль вывез всех своих граждан с территории Газу. Это называлось размежевание. Поселений больше нет, и палестинским освободителям стало не от кого освобождать свои земли. Но правящий в Газе Хамас не умеет строить мирную жизнь. Террористы живут на чужие деньги, их экономика паразитарна. Для ее поддержки нужно: первое – состояние перманентной разрухи для получения гуманитарной помощи, второе – внешний агрессор. Поэтому исламисты атакуют КПП, через которых их же сограждане проходят на работу в Израиль. Они стреляют по топливным терминалам, через которые Израиль поставляет палестинцам бензин. Зачем? Подумайте, и вы поймете. Израиль закроет границу, остановит поставки топлива, и в Газе начнется голод. Кто будет виноват? Вы правильно догадались. Внешний агрессор создается так. Берется самодельная ракета, очень дешевый способ убивать, водопроводная труба и килограмм тротила, топливо, минеральные удобрения и обычный сахар. И то, и другое, кстати, продукты гуманитарные. Восемь лет израильские города находятся под постоянным ракетным обстрелом. Исламисты, которые не хотят и не умеют заниматься ничем, кроме войны, выпустили по израильской территории более 4500 ракет и минометных снарядов. Кассам летит всего 15 секунд. За это время школьник едва успевает спрятаться под парту. Годами сотни тысяч израильтян не могут ни спокойно спать, ни учиться, ни работать. Они живут в постоянном страхе. Даже скрип автобусных тормозов за окном напоминает им свист ракеты. За 8 лет при обстрелах погибло 20 израильтян, и более 400 получили травмы и осколочные ранения. Мировые СМИ освещают только самые крупные теракты. Эфирное время слишком дорого. Большую часть бомбежек не покажут по телевизору, и в газетах о них напишут маленькими буквами на последних страницах. Зато израильтяне видят таких ребят в своих новостях почти каждый день. Это наша реальность. И поэтому вы, скорее всего, не знаете, почему Израиль атакует Газу. Зато теперь у новостных агентств есть все, что нужно для вечернего триллера. Танки, взрывы, раненые дети и мирные люди без крова. Это заработок телевидения и заработок Хамаса. Но большой убыток для Израиля. Ему надоело воевать. Но нет другого способа защитить своих граждан. И именно ради этого 6000 израильских резервистов оставили дома своих жен и детей. I now give the floor to United Nations Watch. Thank you, Mr. President. I'm the former commander of British forces in Afghanistan. I served with NATO and the United Nations, commanded troops in Northern Ireland, Bosnia and Macedonia, and participated in the Gulf War. I spent considerable time in Iraq since the 2003 invasion and worked on international terrorism for the UK government's Joint Intelligence Committee. Mr. President, based on my knowledge and experience, I can say this. During Operation Cast Lead, the Israeli Defence Forces did more to safeguard the rights of civilians in a combat zone than any other army in the history of warfare. Israel did so while facing an enemy that deliberately positioned its military capability behind the human shield of the civilian population. Hamas, like Hezbollah, are expert at driving the media agenda. Both will always have people ready to give interviews condemning Israeli forces for war crimes. They are adept at staging and distorting incidents. The IDF faces a challenge that we British do not have to face to the same extent. It is the automatic Pavlovian presumption by many in the international media and international human rights groups that the IDF are in the wrong, that they are abusing human rights. The truth is that the IDF took extraordinary measures to give Gaza civilians notice of targeted areas, dropping over 2 million leaflets and making over 100,000 phone calls. Many missions that could have taken out Hamas military capability were aborted to prevent civilian casualties. During the conflict, the IDF allowed huge amounts of humanitarian aid into Gaza. To deliver aid virtually into your enemy's hands is, to the military tactician, normally quite unthinkable, but the IDF took on those risks. Despite all of this, of course innocent civilian lives were lost. War is chaos and full of mistakes.
there have been mistakes by the British, American and other forces in Afghanistan and in Iraq, many of which can be put down to human error. But mistakes are not war crimes. More than anything, the civilian casualties were a consequence of Hamas's way of fighting. Hamas deliberately tried to sacrifice its own civilians. Mr. President, Israel had no choice, apart from defending its people, to stop Hamas from attacking them with rockets. And I say this again, the IDF did more to safeguard the rights of civilians in a combat zone than any other army in the history of warfare.